Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю незабываемо вкусный, очень легкий на вкус и эффектный в разрезе торт «Ореховый вихрь». Торт готовится из очень простых и доступных продуктов. Это один из самых легких на вкус ореховых тортов, которые я когда-либо пробовала. Торт получается посредством, недорогой. Готовить его будем без сливок, без сыров дорогостоящих. Все покажу и расскажу в данном видео. Итак, сначала я готовлю коржи. Коржи здесь будем готовить по принципу классического бисквита, без разрыхлителя, поэтому нам нужно разделить обязательно яйца на желтки и белки. 10 яиц среднего размера я разделяю на желтки и белки очень аккуратно, чтобы желтки не попали у нас в белковую массу. Итак, сначала взбиваем белки. 10 белков, 16 грамм ванильного сахара, и от общего количества сахара 350 грамм я добавляю в белки примерно 1/3. Сейчас я повзбиваю это примерно около минуты, чтобы масса стала такая, как пивная пена. Добавляю туда сейчас 25 грамм кукурузного крахмала и половину чайной ложки соли. Я крахмал предварительно смешала с солью, чтобы он лучше распределялся. Обязательно немножко соли добавляем всегда к ореховым тортам. Итак, взбивала я белки примерно около 6 минут. Вот такая прекрасная пышная меренга у нас должна получиться, глянцевая, и в то же время она не должна быть превращена у нас в губку после этого взбивания. Миксер маломощный, у меня здесь 300 Вт. 10 желтков. Постепенно добавляю туда, к этим 10 желткам, весь оставшийся сахар. Ни в коем случае заранее желтки сахаром не засыпаем, иначе желтки покроются такой корочкой, которую потом невозможно будет никак расшевелить. Взбиваю желтки не меньше по времени, чем белки, то есть примерно минут 5 я также взбиваю всю эту желтковую массу. Вот такая пышная побелевшая смесь у нас должна получиться. Сейчас очень аккуратно, в несколько приемов, такими круговыми движениями я буду вмешивать взбитую меренгу уже в желтки. На последнем этапе я уже вмешиваю это достаточно крупным венчиком, чтобы не осадить массу, то есть делается это все элементарно, просто и быстро. И всегда золотое правило, что посуда, где мы взбиваем меренгу, должна быть чистая и обезжиренная. Вот такая вот пышная масса получается. Вы можете все это взбивать в планетарном миксере. Если вы не будете разделять яйца на желтки и белки, в итоге у вас должна получиться вот такая масса, чтобы она так прекрасно рельефно держала форму. Итак, взбитую массу я разделила на весах на 2 равные части. Сейчас в одну часть, то есть в светлое тесто, я добавляю 140 грамм муки, просеиваю обязательно муку. В несколько порций я ввожу муку, то есть несколько приемов. Также аккуратно, круговыми движениями все это перемешиваю. Под конец уже также вмешиваю все это крупным венчиком, чтобы не осадить массу. Это важно. Итак, светлое тесто у меня готово. Отставляю его пока что в сторону, то есть оно должно быть рельефным, оно должно хорошо держать форму. Здесь у меня 110 грамм муки и 30 грамм какао-порошка. Все это просто перемешиваю и добавляю сейчас во вторую часть теста. Также порциями просеиваю обязательно, не всю сразу сухую смесь, а именно порциями вмешиваю туда. Также круговыми движениями, очень бережно лопаткой все это вмешиваю. Какао, тесто, оно всегда становится более плотным, поэтому мы сейчас, когда мы добавили уже всю сухую смесь, добавляем туда 50 грамм, говорю в граммах, чтобы вы могли это измерить на весах, крутого кипятка. И сразу же перемешиваем, ничего не ждем. Больше добавлять нельзя, иначе тесто у вас разжижится. Вот такая масса получилась. Форма здесь у меня для выпечки 24 сантиметра в диаметре. При помощи 2 вот таких одинаковых половников я выкладываю тесто в форму. Вот таким вот образом, по принципу пирога зебра. Все это делается элементарно просто и быстро. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме верх-низ, без конвекции, примерно 50-60 минут. Выпекать буду на среднем уровне. Духовку во время выпечки ни в коем случае не открываем и бока формы ничем не смазываем. У меня прошел час, я достала бисквит из духовки. Вот такой он прекрасный получается. Проверяю его деревянной шпажкой. Как только я могу дотрагиваться до формы, он еще у меня не остыл полностью до комнатной температуры. Извлекаю его из формы, чтобы не деформировались у него бока. Выкладываю его на решетку дном вверх. Даю ему полностью остыть сейчас до комнатной температуры на решетке. И убираю его сейчас в холодильник
на ночь. Обязательно этому бисквиту нужно дать отдохнуть в холодильнике ночь. Я готовлю крем. 350 мл молока доводим до кипения. Здесь у меня 100 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара добавляем туда, 35 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешиваем. 150 мл холодного молока, 2 яйца среднего размера, весом без скорлупы яйца и на бисквит, и на крем примерно по 50 грамм. Все это перемешала, иду сейчас на плиту, в горячее молоко, очень аккуратно, помешивая в центре ковшика, вливаю всю яичную смесь. Сейчас при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном довожу эту смесь на умеренном огне до кипения. Как только пойдут вот такие характерные первые пузыри, провариваю примерно еще 20 секунд и снимаю с огня. Переливаю сейчас в ту емкость, где она у меня будет остывать, эта смесь. Ей нужно дать остыть до комнатной температуры. Накрываю обязательно пищевой пленкой в контакт и убираю остывать. У меня прошло определенное время, заварная основа остыла до комнатной температуры, и я начинаю взбивать следующие ингредиенты. 250 грамм размягченного сливочного масла. Слегка его повзбивала, добавляю туда 120 грамм ореховой шоколадной пасты типа нутелла. У меня здесь другая паста, но нутеллу можете добавлять смело. И теперь по небольшой порции заварной основы добавляю к масляной смеси и взбиваю коротко. Ничего долго здесь не взбиваю, просто до объединения всех этих масс, чтобы заварная основа разошлась в масле. Очень важно, чтобы и масло вот с этой ореховой пастой, и заварная основа были примерно одинаковой температуры. Примерно около 25 градусов Цельсия. Когда весь крем я взбила, я добавляю туда 100 грамм обжаренного измельченного фундука. Нужен именно фундук для этого торта. Идеально просто он подходит. Можете грецкий орех взять. Миндаль не подходит, будет очень размытый вкус, сразу говорю. Итак, бисквит у меня провел ночь в холодильнике. Он идеально теперь нарезается, потому что, в принципе, это классический бисквит. Сейчас я его разрезаю на 4 коржа. Конечно же, каждый корж имеет свой неповторимый уникальный рисунок. В торте я стараюсь сложить эти коржи так же, в принципе, как они были в неразрезанном бисквите, чтобы рисунок плавно перетекал в другой. Шапочку я вот так слегка с него счищаю. И начинаю уже сборку торта. Пропитываю коржи ультрапастеризованным молоком, можете просто кипяченым молоком пропитывать. Этот бисквит нужно обязательно пропитывать. Крем я разделила на весах на 3 равные части, разложила это по кондитерским мешкам, это очень удобно делать. Можете не раскладывать по кондитерским мешкам, просто взвешенный крем раскладывать на каждый корж, чтобы у вас были красивые внутри прослойки. Очень важно в крем добавлять именно предварительно обжаренные орехи. Вы можете обжарить их либо на сковороде, либо в духовке при температуре 150 градусов Цельсия до золотистости и до такого очень приятного орехового аромата. Обязательно убираю сейчас минимум на 6 часов этот торт в холодильник. В идеале убрать его на ночь. Он должен очень хорошо пропитаться. И вкусы должны объединиться, потому что это классический, по сути, бисквит. Когда уже он у меня пропитался, готовлю крем для покрытия. 250 грамм размягченного сливочного масла. Добавляю туда вот так вот порциями 250 грамм сгущенки, обычного сгущенного молока с сахаром. Все это взбиваю просто до объединения и до устойчивых пиков. Крем хорошо взобьется, он очень хорошо держит форму, он также держит форму самого торта. Когда у меня вот эта масса уже взбита, я добавляю туда сейчас 125 грамм пролинуаза. Это орехово-шоколадная паста с большим содержанием орехов. Вы можете добавить просто нутеллу. У меня здесь почти 40% фундучной пасты. В креме она дает действительно насыщенный и необыкновенно нежный вкус фундука. Очень вкусная эта паста. Она не содержит в себе пальмового масла. Очень-очень вкусно. У нас в Германии продается это в каждом магазине. Буквально в каждом супермаркете. Если у вас нет, добавляйте просто нутеллу или ее аналоги. Это тоже будет работать. Вот сейчас этим готовым кремом, быстрый очень крем,
необыкновенно ароматные получаются. Я покрываю торт сверху и использую этот крем уже для украшения. Он прекрасно держит форму, он в принципе даже и в жару, если вы будете транспортировать особо сильно, он у вас не потечет, этот крем, если вы будете как-то очень далеко куда-то с ним ехать. Делаю вот такие незамысловатые просто полосы сбоку торта. Сверху из насадки 5 мм открытой звездочкой я делаю вот такую сеточку. Крем перед тем, чтобы он у вас не рвался, вот как у меня, нужно его очень хорошо вымешать и выкладывать тогда в кондитерский мешок, чтобы не было в нем пустот. Я торопилась, этого не сделала, но так он хорошо вообще наносится и разрывов этих быть не должно. Посыпаю также обжаренным измельченным фундуком обязательно сверху и делаю из насадки 195 вот такие завитки в виде вихря. Торт абсолютно соответствует своему названию. Очень легкий на вкус. И несмотря на то, что у нас сверху масляный крем, этот крем также прекрасно дополняет вкус самого торта. Если вы будете покрывать его, допустим, каким-то другим кремом, тоненьким слоем вот такого крема под тот крем для декора, я советую этот торт покрыть. И у вас тогда раскроются все вкусы в этом торте. Потому что крем вроде элементарный вот этот со сгущенкой, с ореховой пастой, но он идеально дополняет вкус этого торта. Этот торт прекрасно нарезается даже на очень мелкие порционные кусочки. Вот так прекрасно он надламывается вилкой, он не деформируется, он не превращается в кашу. Все слои видны, очень красивый и очень вкусный торт. Видно, насколько он нежный, пропитанный получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.